Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Для тех, кто не знает, меня зовут Надя. Я уже 10 лет живу в Америке, а именно в городе Нью-Йорк. И в сегодняшнем видео я решила с вами поделиться своей историей о том, как я абсолютно одна, без друзей, без знакомых, без семьи переехала в Америку. Если вам это интересно, пожалуйста, оставайтесь и смотрите дальше. Я приехала в Америку 10 лет назад по тогда знаменитой программе. Я думаю, что многие про нее слышали, она называется Work and Travel. Очень многие люди, которых я здесь знаю, переезжали именно с этой программой. Точнее, после этой программы они просто оставались. Если вы не знаете, что это такое, это программа, которая давала студентам возможность поехать в Америку на несколько месяцев летом, работать и, соответственно, путешествовать. Work and Travel. Эта программа давала визу рабочую, а также с этой визой можно было получить Social Security номер, это как номер ИНН, который остается за человеком на всю его жизнь, и с этим номером можно работать и платить налоги в Америке. И я считаю, что это было замечательно, что я сюда приехала именно по этой программе, а не как турист, потому что с этим номером я всегда могла работать и всегда могла платить налоги. Даже тогда, когда я официально не могла работать в этой стране, я все равно работала и платила налоги, а это немаловажно. Я ездила по этой программе 2 раза, и оба раза я ездила в город Оушен-Сити, он находится в штате Мэриленд. Это такой маленький курортный городок на побережье. Почему я говорю курортный? Потому что именно он функционирует в полную меру, и люди туда в основном приезжают только летом. С одной стороны он омывается океаном, с другой стороны он омывается заливом. Есть бордвок около океана, такая дорога из досок, и всевозможные магазины, какие-то палатки с фастфудом, все что угодно, там дешевая одежда, конфеты, бургеры, сэндвичи, мороженое, там были развлекательные центры, там были разные такие парки с мини-гольфом, аквапарки, парки с аттракционами. И вот в этом городе я провела 2 лета. Я работала в маленькой палатке с мороженым, продавала мороженое. Также я работала в первый год, я работала в пиццерии, хостес. В общем, на 2 работах с утра до вечера за какие-то копейки мы там работали, там практически бесплатная дешевая сила, там за $7 в час я работала. И вообще сейчас даже не понимаю, каким образом я умудрялась не только заплатить за жилье и там за еду и вообще жить на эти деньги, но также что-то отложить, чтобы потом поехать путешествовать. Я вот сейчас вообще не представляю, как это было возможно. Но тогда, когда я была очень молодой, я была абсолютно беззаботной, это было, наверное, вот первый год, это вообще было самое беззаботное мое лето. Мы очень много гуляли, мы ходили на какие-то вечеринки постоянно. Мы много путешествовали, нам всегда организовывали разные туры, мы ездили по разным паркам аттракционов, мы ездили на Ниагару-Фоллс, на Ниагарские водопады. Мы были, кстати, в Нью-Йорке на концерте Бритни Спирс. Вот первый раз я побывала в Нью-Йорке, у меня было столько эмоций на этом Таймс-сквере. Я всех убедила купить, точнее, я убедила всех купить, или я сама купила, я уже не помню, вот эти вот маечки I Love New York, и мы все были одеты в эти маечки, и было очень здорово и весело. Сейчас я даже вот ставлю клип, можете посмотреть, конечно, ужасного качества, но вот это вот я 10 лет назад первый раз в Нью-Йорке. И, соответственно, мы также путешествовали, как я уже сказала, мы ездили во многие другие места. После того, как я закончила работать в сентябре, перед тем, как улететь в Россию, я опять же поехала в Нью-Йорк на неделю, ну и потом я улетела обратно в Москву. И на 2-й год я также вернулась опять в Оушен-Сити, но уже с таким расчетом, что я остаюсь в Америке. И 2-й год у меня уже был не такой беззаботный, потому что он был наполнен большим количеством стресса из-за того, что я знала, что я хочу остаться. но со мной никто оставаться не захотел. Ну, точнее, не то, что не захотел, просто все мои подруги
они уезжали обратно в Москву. Я знала, что я не могу остаться в этом Оушен-Сити, потому что этот город не приспособлен для того, чтобы там жить зимой. Ну, как бы там делать нечего, и там очень как-то грустно. Хотя люди там оставались, конечно, но я не знаю, зачем они это делали. Это самое вообще унылое место зимой. К тому же там достаточно опасно было находиться, потому что там какие-то были офисы вот этих вот офицеров иммиграционных, которые отлавливали вот этих студентов, которые оставались, поэтому я не понимала тех людей, которые шли на такой риск и оставались в этом городе. Я не то, что не рассматривала Нью-Йорк, но у меня не было такой цели именно уехать в Нью-Йорк. А Нью-Йорк это была совершенная случайность. Я ВКонтакте переписывалась с девочкой, которую так чуть-чуть знала. Она тоже приехала по программе Work and Travel, но она приехала в Нью-Йорк, и она, собственно, в Нью-Йорке осталась, у нее уже была квартира, она снимала комнату, и она мне, когда я ей написала о том, что я не знаю, что мне делать и куда мне поехать, она мне предложила приехать к ней. И вот таким образом я приехала в конце, ну, в середине осени, кстати, на Хэллоуин, я отметила Хэллоуин в Оушен-Сити со своими друзьями-американцами и поехала в Нью-Йорк. После того, как я переехала в Нью-Йорк, мы снимали с этой девочкой комнату, одну на двоих, спали на одной большой кровати, мы жили еще там с неким мужчиной, который снимал вообще эту всю квартиру. Он крайне редко появлялся, потому что у него была там еще семья, жена, и он так на 2 дома, можно сказать, жил. У него как бы своя была вот эта квартира, в которую он мог прийти, если там в семье что-то не заладилось. Собственно, чтобы, наверное, не платить всю эту квартиру, не оплачивать, он сдавал комнату нам. Поэтому в основном мы были там одни. Первый год в Нью-Йорке у меня был очень тяжелый, просто очень. И я, наверное, хочу поделиться этим для того, чтобы те люди, которые думают переехать и думают, что все будет так легко, это вообще ни разу не так. Мне было очень тяжело, потому что вот это беззаботное лето закончилось, когда у меня были документы, на работу, они у меня закончились, виза моя закончилась, я в тот момент подала на туристический статус, первые полгода я была как турист, а потом я подала на визу учебную, то есть студенческую визу, даже не визу, а именно статус. Мне пришлось ходить во все вот эти школы английского языка, где английский вообще никакой не преподавали, я хочу сразу сказать, просто для галочки туда, для галочки, и просто деньги туда вбухиваешь, чтобы у тебя был легальный статус. Я не хотела оставаться нелегально ни одного дня в Америке, поэтому у меня всегда был легальный статус. И моя жизнь была очень сложна, первый год очень сложна. Во-первых, я как-то, знаете, вот пока я была в Оушен-Сити, мне казалось, что у меня уже хороший английский. Но когда я переехала в Нью-Йорк, на меня напал такой ужас и такой страх, что я вообще очень плохо начала говорить по-английски. Я не понимала, что мне говорят, когда мне кто-то звонил по телефону. У меня не было документов на работу, и я тогда еще не знала, как себя вести, чтобы найти работу без документов, вот, потому что они же все спрашивали их, и я просто не могла найти работу. Я была без работы, первые месяцев 8-9, я была без работы вообще, и денег у меня не было, ну, от слова совсем. Нет, кстати, у меня была одна работа, где-то, наверное, месяц, она у меня, может, месяца 2 она у меня была, я 1 день в неделю работала в баре в Квинсе, я жила в Бруклине, кстати, недалеко от вот этой вот квартиры, в которой я сейчас живу. Я ездила 1,5 часа на работу, и потом 2,5 часа, потому что я работала до 4 утра, и 2,5 часа ехала обратно. Приезжала там в 4 мы заканчивали, где-то в 6:37 я возвращалась. Это был один день мой рабочий, вторник, как я сейчас помню. Я делала тогда, может быть, долларов 70, 100, 120 долларов, и вот этих денег мне хватало на еду на неделю. Ну, на еду и, может быть, там каким-то счетам заплатить. За квартиру мне помогала моя мама, ну, так скажем, помогала. У меня в Москве есть своя квартира, которую я сдаю, и вот с этих денег я платила за квартиру здесь, потому что я не могла найти работу, чтобы оплачивать квартиру, даже не то, что квартиру, даже вот половина этой комнаты, там не такие большие были деньги. И доходило до того, что в моем кошельке просто было пусто, и когда мне нужно было куда-то пойти, точнее, куда-то поехать, будь то, ну, я не знаю, может, какое-то интервью, может быть, врач, в общем, если мне нужно было куда-то доехать, я зачастую шла пешком 30-40, там, час.
2 часа могла идти пешком, потому что у меня не было элементарно нескольких долларов на метро. Вот как бы вот до такой степени. Было очень сложно, у меня были какие-то проблемы еще со здоровьем. Тогда вообще я была такой зеленый, я ничего не знала, я даже не знала о том, что бывает такое, что в квартирах и в мебели бывают вот эти жуки живут, bed bugs. И, собственно, они у нас были, как потом я уже поняла, в нашей кровати, и меня не кусали. Вот девчонку, с которой я жила, подружку мою не кусали, а меня кусали. И я, в общем, вся чесалась, это был какой-то, это был такой кошмар вот этот первый год. А еще у нас было очень холодно в квартире, а зима первая была суровая, очень снежная, было несколько вот этих снежных бурь, и у нас было невероятно холодно в комнате. Когда мы ложились спать, я была полностью одета в штаны, в кофту, плюс на мне был халат такой махровый, очень теплый, и я спала под 2 одеялами, и все равно вот когда мой нос был, получается, вытаскивала я его из-под одеяла, у меня было такое ощущение, как будто я на улице сплю, такой был морозный воздух. То есть у нас очень плохо отапливалось помещение, и сейчас, если бы такая ситуация произошла, я знаю там номер, на который нужно позвонить и пожаловаться, я уже знаю эту всю историю с этими клопами, да, в кроватях, вот, точнее, там, в мебели, а тогда, конечно, я ничего этого не знала, и, в общем, до того момента, как мы в мае тогда, получается, вот я приехала в октябре, и в мае мы переехали в новое жилье, то есть вот в эту квартиру, в которой я сейчас сижу, я живу здесь уже вот так долго, то есть это было мое второе жилье, это, кстати, большая редкость, обычно бывает такое, что люди очень часто переезжают, и всех, кого я здесь знаю, сменили за, там, допустим, там, 5-10 лет, как минимум, не знаю, 6, 7, 8, а то и 10 квартир. Мне повезло в этом плане, мы переехали в эту квартиру, и я так больше отсюда никуда не переезжала, и меня, в принципе, все устраивает. Я вам про жилье уже рассказывала в каком-то другом видео, поэтому, если вам это интересно, я вот здесь вот оставлю. Я рассказывала вам историю о том, как вообще переехать в Америку, и там я рассказывала информацию непосредственно о своем жилье. После того, как я намучилась этот первый год, моя жизнь немножко устаканилась, я начала ходить вот в эти языковые школы, и я нашла уже работу. Сначала как хостес я работала, потом начала работать как официантка. Точнее, можно сказать, что я начала как просто помощник официанта, работать на кэш, да, просто мне давали деньги наличкой. А потом меня уже взяли как официантку, и я всему начала учиться, там и бутылки открывать, и заказы брать, и, в общем, все вот это вот. И так постепенно я могу сказать, что я выстраивала свою карьеру именно как официантка. Happy birthday, dear Nadia. Happy birthday to you. Я проработала лет 5 или 6 во всех возможных ресторанах и барах Нью-Йорка, и меня многие спрашивали, почему, Надя, ты там не нашла себе работу в офисе, допустим, там секретаршей на ресепшене или что-то такое. И я не знала, как людям объяснить, что да, я могла, в принципе, в теории работать секретаршей на ресепшене, но как официантка я делала намного больше денег, я очень много зарабатывала здесь, в Нью-Йорке. Ну, я не знаю, как сейчас это все после пандемии, как это все будет в дальнейшем, но работать в ресторанах здесь очень хорошая такая работа, очень денежная, очень прибыльная. А еще работа в ресторанах давала мне возможность учить язык, потому что я всегда работала только с одними американцами, я работала, в основном всегда, то есть первые года я, может быть, работала там, где были какие-то русские, но потом я уже работала в Манхэттене, в ресторанах только с одними американцами, ребятами, молодыми, такими же, как и я. Мы гуляли, вечером ходили в всякие разные бары, клубы, и мне это очень помогло выучить язык. Поэтому, в общем, это время было очень классное. Вспоминаю его сейчас с улыбкой. На этом, наверное, я закончу свой рассказ. Это вот история моего именно переезда, как я была сначала в Оушен-Сити, поехала в Нью-Йорк, первый год в Нью-Йорке. А дальнейшая уже моя жизнь, там были всякие, так скажем, подъемы и спуски, да, как это бывает у всех, но вот здесь сейчас живу я уже 10 лет.
Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и я увижу вас в своем следующем видео. Всем пока!